Привет, друзья! С вами Макс. Сегодня я решил поговорить о том, нормально ли это носить парню длинные волосы в России. И так как я ношу длинные волосы, наверное, всю свою сознательную жизнь, то у меня есть какой-то опыт. И об этом я бы хотел поговорить сегодня. Легко ли жить в России, если ты отличаешься от большинства людей? Легко ли жить в России, если ты неформал? Неформалами мы называем людей, которые, неформальны в каком-то смысле. Например, у человека может быть какой-то странный цвет волос, да, зеленый или розовый. Или человек, например, носит кожаную куртку, цепи или еще какие-то вещи. Или это такой рэпер, который тоже одевается как-то странно. Или если у тебя, например, татуировка на голове, у тебя лысая голова и татуировка. Вот как люди в России относятся к неформалам? Когда я учился в старшей школе, то я уже тогда начал носить длинные волосы. Вот, уже тогда я был неформалом или нефором. И у меня не было кожаной куртки, но у меня была джинсовка. И на этой джинсовке у меня были разные наклейки. Ария, Iron Maiden, не знаю, Judas Priest и так далее. Я был неформалом, я был рокером. Я помню, что в то время люди в России очень странно смотрели на нефоров. Типа, что это такое? И очень часто мне задавали такие вопросы, как: «Зачем тебе такие длинные волосы? Ты не хочешь подстричься? Ты чё, гей?» Вот, и так далее. То есть люди очень к этому странно относились. Они не понимали, почему у парня длинные волосы. Как так? У девушки длинные волосы — это нормально, а у парня длинные волосы — это странно. Что с тобой не так? Я помню, что бабушки на улице иногда путали меня с девушкой. Они говорили: «Ой, девушка, извините, ой, простите, молодой человек, я думала, вы девушка». И иногда в то время, я помню, даже случались драки между представителями разных субкультур. Например, между рокерами и скинхедами. Или там между рэперами и еще кем-то. И если ты находишься в своем районе, то ты знаешь всех людей и, так скажем, всех гопников, да, потому что это было 15 лет назад, 20 лет назад, и тогда действительно на улицах России можно было встретить таких прям настоящих гопников. И если ты пришел в чужой район, то ты мог просто отхватить. Да, у тебя могли быть проблемы, и вот эти гопники могли до тебя докопаться. Типа: «Эй, чувак, у тебя есть деньги?» «Нет, нету денег». «А, нету денег? А если я сейчас поищу и найду?» Вот, и после этого тебя могли обыскать, проверить, есть ли у тебя деньги, и, в общем, могло даже дойти до драки. И в этот момент, конечно, лучше всего было просто убежать. Еще я помню, что один раз я устраивался на работу в одну крупную корейскую компанию. И я прошел все этапы собеседований. Собеседование с HR, собеседование с каким-то менеджером, еще с каким-то менеджером. И финальное собеседование было, с представителем компании, с главным таким боссом. Это был кореец, и мы с ним, наверное, минут 20 разговаривали, и в конце он сказал такую фразу, что:
Знаешь, Макс, если ты хочешь быть успешным, тебе надо подстричь свои волосы. Я очень удивился. Я спросил, а почему я должен подстричь волосы? Зачем мне это делать? Почему я не могу быть успешным и носить длинные волосы? И я начал спорить с этим корейцем, я начал доказывать ему, что есть много успешных людей, которые носили длинные волосы и так далее. Но в итоге я ушел из этой компании, я не стал там работать. Кстати, эту историю я написал, она есть в тексте на моем сайте. Вы можете ее там почитать, послушать, там есть новая лексика, есть упражнения. Я думаю, что это будет довольно забавно. Но это все было очень давно. Это все было, 10-15 лет назад. И, честно говоря, я думал, что сейчас в России сложно столкнуться с такой ситуацией. Я думал, что сейчас уже, большинство людей понимает, что у парня могут быть длинные волосы или там короткие волосы. Но нет, на самом деле... Периодически в комментариях под моими видео я вижу какие-то негативные отзывы о моих волосах от моих соотечественников. То есть некоторые русские люди пишут, что «Эй, чувак, чего у тебя такие длинные волосы? Ты чё там? Ты что, женщина?» и так далее. И это заставило меня задуматься. Потому что, я понимаю, 10-15 лет назад, да, эта ситуация была, наверное, нормальная, да. То есть люди не понимали, почему у парня длинные волосы. Но сейчас мне как-то казалось, что эта ситуация, что ее уже не встретишь, что так люди уже не говорят. Людям все равно, какие у тебя волосы. Но нет, на самом деле, вот в Москве, в Питере, в больших городах люди, да, большинство людей, они понимают, что у парня могут быть длинные волосы, и это нормально. Этот парень там абсолютно нормальный человек. Но в то время как-то в головах у русских людей еще не было такого понимания, да, что у человека могут быть синие волосы, или что человек может ходить в какой-то странной одежде, да. Вот сейчас это очень заметно, если ты будешь устраиваться в какую-то компанию, да. Многие компании, например, в Москве, у них такой современный дресс-код или нету дресс-кода, да, ты можешь прийти в джинсах, в футболке с Iron Maiden на работу, но во многих компаниях есть дресс-код, есть такая четкое разделение, что это работа, ты должен выглядеть официально, ты должен выглядеть формально. И я начал думать, а почему, в чем причина, почему люди в России не понимают неформалов, да, почему это происходит? Я не знаю точно, но мое мнение, что во время СССР это было непопулярно, да, парни с длинными волосами это была редкость. Вот, конечно, в 80-х, в 90-х годах многие начали носить относительно длинные волосы, но это все равно было что-то странное, да. Я думаю, что длинные волосы в основном носили какие-то диссиденты. И если у тебя длинные волосы, то тебя могли просто критиковать, да, потому что в голове у людей был такой некий образ, такой стандартный образ правильного гражданина, да, то, как должен выглядеть человек. Поэтому даже сейчас я могу сказать, что мы находимся в каком-то таком промежуточном варианте, да, в таком переходном варианте от таких консервативных взглядов до каких-то, так скажем, современных взглядов, да, на внешность человека. Очень многие люди уже относятся к людям по-другому. Люди не оценивают людей по их внешнему виду. Вот, и мне кажется, это очень важно. Научиться не оценивать людей по их внешнему виду. Нет, конечно, человек должен быть чистым, да, от него не должно вонять, он должен быть опрятным, аккуратным, но
кожаная куртка, там, значок Iron Maiden или длинные волосы, мне кажется, это не должно быть препятствием к нормальной коммуникации с человеком. Ну и в конце я бы хотел попросить вас, напишите мне, как в вашей стране люди относятся к длинноволосым парням. И вообще, как в вашей стране относятся к неформалам. Мне будет очень интересно прочитать ваши комментарии. До встречи, друзья, в следующем видео. Я же тебе говорил, что это абсолютно нормально носить длинные волосы. Посмотри, у тебя тоже длинные волосы. Да у тебя и руки волосатые, у тебя и ноги волосатые, у тебя и задница волосатая, видишь? И это нормально. Это нормально, когда у тебя длинные волосы.